Здравствуйте, дорогие мастера! Покажу, как связать гирлянду со звездами из воздушных петель, не отрывая нити. В этой гирлянде имеет значение пряжа. Сейчас у меня в руках есть целлюлозная рафия. Она жесткая, и звезды после отутюживания прекрасно держат форму. К тому же они очень легкие, и нить между ними не сминается. Это влияет не только на внешний вид, но и на удобство. И я расскажу почему. Вот для сравнения из хлопковой пряжи. Звезды тоже отутюжены и смотрятся неплохо. Но за счет того, что звезды тяжелее, а нить мягче, гирлянда может запутаться при хранении или перемещении. Именно поэтому целлюлозная рафия в данной гирлянде будет удобнее. Можно также использовать полированный джутовый шпагат. Обычный не подойдет, он слишком мягкий и ворсистый. Уголки будут заворачиваться внутрь, и даже утюг не спасет. А из полированного, думаю, получится замечательная крафтовая гирлянда. Но показывать буду на хлопковой пряже, на ней хорошо видно петли. Отмеряем край необходимой длины с учетом крепления. У меня простая петля. И в той точке, где будет начинаться первая звезда, заводим крючок под рабочую нить, прокручиваем против часовой стрелки и протягиваем рабочую нить через петлю. Не затягиваем ее. Дальше вяжем еще 8 воздушных петель. Итого 9 петель на одну линию звезды. Цепочка не должна быть тугой. Теперь немного ослабляем рабочую петлю. Заводим крючок в перемычку 9 воздушной петли. Провязываем полустолбик без накида. Так формируем вершину звезды. И дальше вяжем еще 8 воздушных петель, чтобы вместе с вершиной было 9. Третья линия будет уже пересекаться с первой. Ослабляем рабочую нить, заводим в перемычку, формируем вторую вершину. Вяжем еще 4 воздушных петли. Итого 5 до пересечения. Шестая будет на пересечении линии. Отсчитываем от края 4-ю петлю и заводим в нее крючок. Важно, чтобы на крючке была только одна нить петли. Перемычка остается под крючком. Провязываем. Таким образом, соединительная воздушная петля легла ровно на ширину пересекаемой цепочки. Если мы заведем крючок под перемычку, то и соединение будет смещено, и тогда звезду может косить. Продолжаем линию после пересечения. 6 уже связали, остается 3, как здесь. Итого в каждой линии должно быть по 9 воздушных петель. Ослабляем, перемычка, вершина. Вяжем еще 2. И дальше пересечение с той же линии, но отсчитываем от другой вершины 3 петли. Заводим крючок под одну нить петли, независимо от расположения цепочки. В углу между сторонами должна получиться одна воздушная петля, на углу по 3. Соединение по ширине цепочки. Вяжем одну воздушную петлю, которая в углу между сторонами. Отсчитываем от вершины 3 петли, в 4-ю соединяем за верхнюю нить петли. Второй угол готов. Продолжаем линию. 3 воздушных петли. Ослабляем, перемычка, вершина. Вяжем еще 2. И снова пересечение. Считаем 1, 2, 3. В 4-ю вяжем, и одна остается внутри угла. Вяжем одну воздушную петлю и последнее пересечение. 1, 2, 3. В 4-ю вяжем, и одна остается в углу. Соединяем. Вяжем еще 2 воздушных петли. И замыкаем последнюю вершину. Заводим крючок в самую первую петлю. И теперь внимание, здесь 2 варианта. Первый, рабочую нить заводим под концом нити. Вытягиваем петлю. Вот конец нити справа получился. Петлей обхватываем всю звезду и затягиваем. В таком случае справа остается край гирлянды, а рабочая нить и следующие звезды будут слева. Теперь второй вариант. Рабочую нить заводим над концом нити. Вот теперь она справа получается. Продеваем звезду через петлю и затягиваем. В таком случае следующие звезды будут вязаться вправо. Теперь отмеряем расстояние, которое будет между звездами.
Я беру примерно 2 длины звезды. Зажимаем эту точку и проделываем все аналогично первой звезде. Когда 2 звезды готовы, то расстояние можно отмерять уже по первому. Но только здесь после начала очередной звезды лучше проверить, что оно именно такое, как нужно. Потому что когда нить натянется, ее длина немного изменится. Поэтому если нужно точно одинаковое расстояние, то лучше каждый раз проверять, когда только начинается очередная звезда. Еще раз, уже на готовой гирлянде. Если рабочая нить слева уходит под звезду, то гирлянда вяжется справа налево. Если рабочая нить остается справа, то мы вяжем гирлянду слева направо. На мой взгляд, чтобы не путались нити, удобнее слева направо вязать. Из какой бы пряжи ни была гирлянда, все звезды нужно отутюжить с изнаночной стороны и придать им форму, чтобы не заворачивались внутрь углы и чтобы линии были ровными. Если остались вопросы, отвечу в комментариях. На этом прощаюсь, всем успехов!